Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом смачного тіста для вареників та пельменів і приготую на ньому вареники з солоним сиром, не тільки з кисломолочним, а додам ще й адигейського. Виходить дуже смачно. Здесь у меня одно среднее яйцо первой категории. Чистый вес 52 грамма. Добавляю к нему 3 грамма соли, это пол чайной ложки с горкой. Столовую ложку растительного масла, беру без запаха. И все это хорошо перемешиваю. Замешиваю не только на воде, а беру 50 на 50, вода с молоком. В стаканчиках по 125 грамм. Добавляю молоко, снова хорошо перемешиваю и доливаю воду. Указываю в граммах, потому что мерные кружки у всех разные. У меня 3 кружки и все измеряют по-разному. Поэтому взвешиваю, чтобы рецепт был более точным. Мука предварительно просеяна. В середине делаю углубление. Да, и я не сказала, что все продукты должны быть комнатной температуры, и мука тоже. Тогда тесто получается более эластичное, послушное. На холодной муке, так же как и на холодной жидкости, тесто подплывает. Поэтому согревайте продукты заранее. Вливаю по чуть-чуть и подмешиваю муку. Сразу вилочкой, а потом возьму лопатку. В этом рецепте растительное масло можно заменить сливочным. Предварительно его растопите, но возьмите не 10 грамм, а немного больше, грамм 15. Масло берите вкусное, жирное. И вот теперь, когда вся мука, которая была по стенкам, вместилась в тесто, остается только на донышке. Домешиваю рукой. Зачищаю миску. Тесто еще прилипает к руке, но это потому, что оно еще не выместилось, неоднородное. Местами есть плотные комочки, а местами настолько мягкое, что прилипает. Миска остается вот такой вот чистой. Стол совсем чуть-чуть подпыляю мукой. И месите так, как вам удобно. Вот таким вот образом легче на руки. И меньше растягивается тесто, соответственно, меньше прилипает к рукам. Видно, что тесто еще неоднородное, не вымесилось. Остается комковатым. Немного липкое, но не добавляйте муку, плотность его как раз хорошая. Вымешивайте до тех пор, пока руками почувствуете, что оно уже полностью однородное. Видите, я его не растягиваю, а просто хорошо придавливаю к столу, переворачиваю и вот так вот вымешиваю со всех сторон. Сразу после замеса оно более плотное. Но немного полежит, клейковина расслабится, тесто отдохнет и станет помягче. Прячу его в чистый пакет и оставляю на то время, пока приготовлю начинку. Для начинки мне понадобится 2 желтка, творог жирностью 9% и адыгейский сыр. Беру фирмы Козуб. Очень вкусный, не пересоленный. Первым делом нарезаю адыгейский сыр. Я не сказала, жирность его 45%. И хорошо разминаю вилочкой. Беру по кусочку. Как только первый размяла, беру следующий. Несмотря на то, что он настолько плотный, начинка с ним получается очень нежная. Лепить вареники удобно, потому что начинка тоже плотная, творог не течет. А вот после варки она очень нежная, мягкая, сочная. И чтобы легче его можно было раздавить, согревайте тоже до комнатной температуры, так как холодный он более плотный. И вот таким вот образом передавливаю весь сыр. Добавляю творог, делю на кусочки. Он зернистый, но не очень плотный. Хорошо рассыпается. Но если у вас творог плотный, то предварительно перетрите его через сито. Сюда же желтки. Добавляю немного соли, но вот соль по вашему вкусу и по вкусу вашего сыра. Не берите крупную, чтобы она полностью растаяла в начинке. И все это перемешиваю до однородности. По желанию еще можно добавить щепотку адыгейской, там есть приправы, травы, чеснок. Но если это вам нравится, я просто добавляю соль. И добавлять ее столько, чтобы она чувствовалась в начинке. Пропорция сыра и творога может быть разная по вашему вкусу. Но я беру 1 к 1. Очень удобно. Покупаю упаковку творога, упаковку сыра.
Этой начинки, правда, не хватает на все тесто, но так как оно универсальное и сутки может пролежать в холодильнике, то завтра замешу еще одну порцию и на заморозку сделаю пельмени или вареники с другой начинкой. Стол немного подпыляю мукой. Оно отлежалось, стало намного мягче. Немного липкое прихватывается к пальцам, но на них не остается. Отрезаю чуть меньше половины. Это пока в пакет. Раздавливаю круглую лепешку и начинаю раскатывать в разных направлениях. Много муки на стол не насыпайте. Следите только, чтобы тесто не прилипало. Можете подкатать его в жгутик, нарезать пятачками, обвалять их в муке и раскатывать отдельно на каждый вареник. Но мне больше нравится так. Все вареники получаются одинаковые, тем более тесто не в муке, хорошо склеивается и лепить их быстрее. Так, проверяю, чтобы не прилипло. Вот с этой стороны видно, что есть немного муки, поэтому раскатываю дальше. Раскатываю до самых краешков, чтобы они тоже были тоненькие. Ну, вот так вот и достаточно. Такое тоненькое получается тесто. Посмотрите, муки под ним нет. Приподнимаю, даю ему немного стянуться, сесть на место и выдавливаю варнички. Так они получаются кругленькие, их не тянет в одну или в другую сторону, если тесто предварительно не поднять и не дать ему стянуться. Размер вареничек по вашему предпочтению. Какие вы любите вареники, большие или маленькие? Я делаю небольшие. Выдавливаю поближе друг к дружке, чтобы поменьше было обрезков, поменьше оставалось перекатки. В тесто при раскатке все равно попадает мука, и чем больше его остается, тем плотнее получается следующее тесто. Эти остатки собрала в комочек и вмешиваю в это тесто без добавления муки. Беру вареничку, растягиваю в овальную лепешку. Начинки набираю много. Немного ее придавливаю, чтобы она не попала между тестом. Вот такие они получаются пузатенькие. Начинка не рассыпается, держится грудочкой, только надо ее немного уплотнить. Насколько удобное тесто, руки я не подпыляю, оно не прилипает, но видно, что мягкое, эластичное. Очень легко с ним работать. И посмотрите, лежит на столе и тоже не прилипает к коврику, хотя я его мукой не подпыляла. Все, первые вареники полепила, можно варить или складывать и замораживать. Замораживаю на вот таких вот бэушных подложках для торта, очень удобно. Они не занимают много места, тоненькие, но плотные. И вот в таком вот открытом виде ставлю в морозильную камеру. Как только они полностью замерзнут, пройдет где-то пару часов. Я их сразу же пересыпаю в целлофановый пакет, завязываю и так храню столько, сколько мне надо. Не оставляйте их надолго в открытом виде, на день или на два, чтобы тесто не вымерзало и не пересыхало. Вода закипела, обязательно добавляю соль и жду, пока она снова закипит. Забрасываю по несколько штук и обратной стороной ложки немного перемешиваю, чтобы они не прихватились к донышку. Закрываю крышкой. Это только для того, чтобы вода быстрее закипела. Не отходите от вареников, варятся они быстро. С момента закипания 1,5–2 минуты, и они полностью готовы. Вот такие получились вареники. Красивые, аппетитные, все целенькие. Ни один не разварился. Видно, что тесто тонкое и много начинки. В тарелочке было масло комнатной температуры.
Сейчас они хорошо в нем покупаются. И можно подавать к столу. Кому-то достаточно масла, кто-то хочет со сметаной, подавайте так, как вы любите. Вареники получаются очень вкусные. Как тесто, так и начинка. Посмотрите, какая она мягкая, сочная. Тесто тоненькое, и на молоке оно более сдобное, намного вкуснее. Готовьте з удовольствием і приятного вам апетита! А якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.